Запад заговорил о победе Путина. Неожиданное заявление из ЕС. Что выгоднее, сдать Украину или продолжить поддержку? Ответ вас удивит. Оборона прорвана. Болезненный удар по командованию. Войска остались без защиты. Удар в спину Киеву. Ключевой союзник начал финансировать другую армию. Резкое заявление МИД страны. Чего Лукашенко боится больше, чем Путина? В украинской разведке теперь знают ответ на этот вопрос. Скандал в Казахстане, аварийная посадка самолета и внезапное открытие ученых, которое точно вас удивит. Об этих и других главных событиях воскресного утра 16 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Оборона Новороссийска треснула там, где считалась неприкасаемой, правда, уже не в первый раз. Беспилотники СБУ прошли сквозь один из самых защищенных узлов ПВО России и уничтожили сразу 4 пусковые установки С-400, «Триумф» и 2 ключевых радара. Спутниковые снимки подтверждают на месте позиции выжженные воронки. На базе размещалось 12 установок С-400. По данным украинской стороны, часть техники могла получить дополнительное повреждение. Операция проводилась Службой безопасности Украины при поддержке других органов и структур и стала одним из самых болезненных ударов по российской ПВО на Черном море. Поддержка Украины – это не жест доброй воли, а защита Европы от куда более дорогого сценария победы России. На это жестко указывает Кая Каллас, комментируя ночные удары по Киеву и обсуждая в Берлине, как нарастить помощь Киеву и одновременно укрепить оборону Европы. Есть несколько вариантов, но использование замороженных российских активов – самый очевидный способ поддерживать оборону Украины. Это также способ показать России, что время работает не на ее стороне. Поддержка Украины – это гораздо меньшая цена по сравнению со стоимостью российской победы. Войны проигрывает тот, у кого раньше заканчиваются деньги или солдаты. Логика проста и неприятна для тех, кто мечтает устать от Украины, говорит главный дипломат Европы. Если сейчас сэкономить на помощи, завтра платить придется за войну уже на территории ЕС. Будапешт снова ударил в спину Киеву и сделал это максимально открыто. Венгрия официально перекидывает свою часть взноса из Европейского фонда мира, а это 1,5 миллиона евро, не Украине, как рассчитывали в ЕС, а ливанской армии. Национальный интерес Венгрии в сфере безопасности – это мир на Ближнем Востоке, и стабильность Ливана является ключом к этому. Это решение укладывается в курс правительства Виктора Орбана. Ранее он заявлял, что Венгрия прекращает финансовую помощь Украине, ссылаясь на коррупционный скандал вокруг Энергоатома. В Киеве ответили, что Орбан не вправе обвинять Украину в коррупции, учитывая его собственные проблемы и состояние экономики Венгрии. Европейский фонд мира изначально создавался как инструмент для закупки боеприпасов, техники и подготовки военных для Украины. В 2022-2023 годах через него ЕС предоставил Киеву значительный объем военной помощи. Американские военные нанесли удар по катеру в Карибском море. 4 человек просто уничтожили в международных водах. Пентагон опубликовал видео атаки, проведенной еще в понедельник, и заявил, что цель была подозреваемым судном наркоторговцев. США утверждают, что разведка зафиксировала движение судна по известному маршруту наркотрафика и наличие контрабанды на борту. Операция прошла в международных водах, хотя детали о грузе не раскрываются. Это уже как минимум 20-я такая атака за последние месяцы при администрации Трампа. По оценкам правозащитников, включая Amnesty International, в результате этих операций погибли не менее 79 человек, а сами удары называют внесудебными казнями, нарушающими международное право. Ну а сам министр войны отчитался в X, бывший Твиттер, как-то уж совсем, мягко говоря, подыгрывая Трампу. Операция «Грубый всадник» – обеспечение свободы навигации для кораблей США. Операция «Полуночный молот» – уничтожение иранских ядерных объектов. Операция «Южное копье» – ликвидация наркотеррористов, убивающих американцев. Трамп действует всерьез, и мир это знает. Мир через силу. Хочу теперь спросить вас, как относиться к такому посланию американского министра войны. Пишите в комментарии, жду.
Дрон внезапно посетил охраняемую зону аэропорта Вильнюса. Оператора задержали прямо у периметра. Гражданский беспилотник неожиданно появился рядом с воздушной гаванью и пересек границу контролируемой зоны, где полеты абсолютно запрещены. Это моментально подняло на ноги все службы, которые оперативно задержали недоавиатора. Несмотря на опасность, работу аэропорта останавливать не пришлось. Взлеты и посадки шли по расписанию, а воздушное пространство оставалось открытым. Задержанный объяснил, что не знал о запрете на использование дронов возле стратегических транспортных объектов, но материалы переданы военной полиции, и теперь мужчине может грозить ответственность по линии нарушения правил безопасности. А как думаете вы, действительно не знал, не догадывался, или это хитро спланированная атака, целью которой может стать проверка реакции служб безопасности аэропорта Вильнюса? За последние месяцы появление БПЛА вблизи аэропорта фиксируется все чаще. Ранее такие случаи уже приводили к временным остановкам работы, но в этот раз последствий удалось избежать. Скандал в Казахстане разгорелся после того, как в сети появилась видеолекция преподавателя Университета исламской культуры Нур-Мубарак в Алматы. На записи он утверждает, что существование педофилов доказывает существование Аллаха. Объясняя это тем, что никто не желает появления таких людей, значит, их создала высшая сила. Видео быстро разошлось по соцсетям и вызвало резкое возмущение. В университете поспешили заявить, что слова преподавателя не отражают позицию вуза. Руководство провело внутреннюю проверку и заявило, что фрагмент был вырван из контекста, но подчеркивает, что подобные формулировки недопустимы. Духовное управление мусульман Казахстана также отметило, что ислам однозначно осуждает педофилию и не допускает подобных трактовок. В казахстанских соцсетях и СМИ началась волна критики. Пользователи потребовали снять преподавателя с должности и привлечь к ответственности. Какое отношение у вас к этим словам, к этому видео, к этим заявлениям? Не выдрано ли оно из контекста? Пишите, не забывайте под этим видео в комментариях. Но и это еще не все прекрасные истории из России, где веру используют не всегда по назначению. РПЦ официально заводит своих комиссаров в саратовские больницы прямо в женские консультации. Священники будут встречать женщин до врачей и лично отговаривать их от абортов. Следует это из указа митрополита Саратовского и Вольского Игнатия. Их задача не только вмешиваться в решение о прерывании беременности, но и проводить духовное окормление пациенток и медицинского персонала. Параллельно РПЦ усиливает давление на федеральном уровне. В октябре представители церкви заявили, что будут добиваться юридического закрепления права голоса отца при принятии решения об аборте, то есть фактически добиваться согласия мужчины на процедуру. Тем временем российские регионы лихорадочно штампуют запреты на склонение к абортам. Уже 27 российских регионов приняли такие законы, и еще около 10 рассматривают инициативу. В принципе, в РПЦ говорят, что женщина должна рожать, должна быть феей и богиней. Как бы это ни звучало. Богом заложенные в нее вот эти природные способности. Это быть женой, быть матерью, быть домашней феей, хозяйкой дома. Ну и вот в мудрых книгах говорится такое слово, оно условное, быть богиней. Вот так, богини и феи. Здесь вам православие, а не то, что вы там подумали. Главный страх Лукашенко. По мнению украинской разведки, он панически боится одного, что Путин втянет его лично и Беларусь целиком в войну. Именно этот страх, а не союзническая верность, толкает его на уступки Кремлю и попытки выглядеть полезным. Экономическая зависимость только усиливает его страхи. Белорусская экономика теряет половину планируемого роста. Режим все глубже погружается в российские модели управления, а общество постепенно привыкает к милитаризации, как когда-то в Крыму. Здесь вопрос в целесообразности. Еще во времена СССР строились ракетные дороги из Беларуси в Черновицкую область Украины, и давать лишний повод Путину надавить на белорусский режим, чтобы тот объявил мобилизацию и полноценно вступил в войну, это пока мы считаем нецелесообразным. Белорусские спецслужбы, по оценке Павленко, полностью завязаны на российские структуры. Они участвуют в кибероперациях и разведке, но угрозу для Украины несет именно Россия, а не Минск. Беларусь уже давно утратила военный суверенитет. Российские военные и спецслужбы присутствуют в стране без каких-либо ограничений, проводят свои операции, изучают дороги и инфраструктуру для быстрой переброски войск. Совместные доктрины и созданные группировки войск – итог длительного процесса слияния оборонных систем двух стран.
Ну а российская авиация рассыпается на лету в прямом и переносном смысле сразу. Прямо в небе над Дальним Востоком у пассажирского самолета начала отваливаться обшивка. Люди в салоне услышали резкий хлопок и вибрацию, и только потом экипаж объявил аварийную посадку. Лайнер авиакомпании «Россия», летевший из Владивостока в Благовещенск, срочно развернули на Хабаровск. Уже на земле стало понятно, что от самолета действительно оторвала часть наружной панели. На борту находились 90 пассажиров и 5 членов экипажа. Обошлось без жертв, но нервов, по сообщениям очевидцев, цитирую, потратили больше, чем на весь год вперед. Людей держат в аэропорту, ожидая резервный самолет с целой обшивкой. Часть пассажиров заявляет, что ни в какой резерв больше не сядет и поедет наземным транспортом, хоть автобусом, хоть попутками. Деменцию можно победить, и вы не угадаете чем. Самое мощное оружие против нее уже лежит у тебя в наушниках. Исследование ученых из Австралии и США показало, регулярное прослушивание музыки снижает риск развития деменции почти на 40%. Те, кто ежедневно слушал музыку, заметно лучше справлялись с заданиями на память и реже демонстрировали общее снижение когнитивных функций. Ученые признают, возможно, часть эффекта связана и с сопутствующими факторами тоже, привычками, образом жизни, эмоциональным фоном, но вывод остается прежним. Музыка действительно дает мозгу защиту и стимулирует его работу. Рекомендация исследователей проста – слушать музыку каждый день. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.